В статье британской BBC сообщается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность задержки реализации проекта «Маршрут Трампа» во имя международного мира и процветания на фоне войны США и Израиля против Ирана. Проект TRIP считается центральным элементом мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, и возможные задержки с его реализацией могут негативно сказаться на отношениях двух стран, отмечают эксперты. По словам армянского премьера, маршрут Трампа в текущих условиях не является приоритетом для Вашингтона. Вы видите, что происходит и чем они заняты. К сожалению, весьма вероятно, что это повлияет на процесс реализации TRIP с точки зрения сроков, поскольку правительство США сосредоточено на другом вопросе. Но если окажется, что это не повлияет, то это будет хорошей новостью, заявил Пашинян 12 марта. Согласно проекту, TRIP должен пройти по территории Армении и связать основную часть Азербайджана с его эксклавом – Нахичеванью. Предполагается компромиссное решение. Баку получает беспрепятственное транспортное сообщение с эксклавом, а Ереван сохраняет суверенитет над своей территорией. Сложность заключается в том, что маршрут планируется проложить вдоль реки Аракс, которая формирует участок границы Армении с Ираном. Этот район является важным торговым хабом для Тегерана. Иранские компании уже ведут дорожные работы в зоне предполагаемого маршрута, а также там проходит газопровод Иран-Армения. Война, которую США и Израиль развернули против Ирана, продолжается уже почти 2 недели. В ответ Тегеран наносит удары не только по Израилю и американским базам в регионе, но и по объектам в странах Персидского залива. Несмотря на сближение с США и статус стратегических партнеров, и Армения, и Азербайджан не поддержали эту войну. Руководство обеих стран выразило соболезнования в связи с гибелью аятоллы Али Хаминеи и поздравило его сына Маджтабу Хаминеи с избранием верховным лидером Исламской Республики. Война между США и Ираном почти наверняка сделает проект TRIP значительно более чувствительным для Ирана, хотя это не означает его автоматического сворачивания, заявила в комментарии BBC Конуль де Мор, эксперт международной кризисной группы. По ее словам, задержка или отмена проекта может осложнить мирный процесс между Баку и Ереваном. Начало строительных работ по TRIP запланировано на лето. В январе США и Армения представили рамочный план реализации проекта, предусматривающий создание компании под контролем американского правительства. Она должна построить железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, а также управлять ею не менее 49 лет. Попытки нарастить американское присутствие у границы с Ираном сделают будущий маршрут кладбищем наемников Трампа, заявлял в августе 2025 года Али Акбар Велаяти, советник погибшего в марте верховного лидера Ирана. Армянские дипломаты ранее убеждали иранскую сторону, что проект не представляет угрозы для Тегерана, и в этом направлении наблюдались определенные позитивные сдвиги, отмечает Тигран Григорян, директор регионального центра демократии и безопасности в Ереване. Теперь, по его словам, позиция Ирана может стать более жесткой, однако это не означает автоматического отказа от проекта. Вопрос в том, какими инструментами располагает Иран для блокировки имплементации TRIP. Скорее всего, все ограничится политическими заявлениями. В то же время Джошуа Кучера, старший аналитик международной кризисной группы по Южному Кавказу, подчеркивает, что возможная заморозка или отмена TRIP будет иметь серьезные последствия для армяно-азербайджанского мирного процесса. По его оценке, война США и Израиля с Ираном лишь усилила потребность Азербайджана в сухопутном маршруте через Армению. Торговые пути через Иран оказались нарушены, а аэропорт Нахичевани на некоторое время был закрыт после инцидента с иранским дроном. Активная политика Белого дома на Южном Кавказе ранее служила катализатором заметного прогресса в отношениях между Баку и Ереваном.
Лидеры обеих стран не раз подчеркивали историческую роль Дональда Трампа в продвижении мирного процесса. Если возникнет ощущение, что для Америки это больше не важно, ситуация становится гораздо более хрупкой, отмечает Кучера. В то же время Конуль де Мор считает, что мирный процесс способен развиваться и без активного участия Вашингтона. По ее словам, за последний год был согласован текст мирного договора, пусть и не подписанный, а Азербайджан начал поставки бензина и дизеля в Армению. Эти шаги были достигнуты в ходе прямых двусторонних переговоров, без посредников. Обе стороны сформировали относительно устойчивый двусторонний трек, и задержка или даже отмена ТРИП вряд ли сорвет более широкий мирный процесс. Более того, война в Иране может подтолкнуть стороны к ускорению переговоров на фоне общей угрозы региональной нестабильности, отмечает она. На этом фоне Тофик Зульфугаров, бывший министр иностранных дел Азербайджана, сделал ряд спорных заявлений, касающихся железной дороги в армянском Мегре. По его словам, в советский период эта железная дорога принадлежала Азербайджану, а согласно Алма-Атинской декларации государства бывшего СССР являются владельцами своего наследия в других странах. Исходя из этого, он заявил, что Зангезурский коридор является собственностью Азербайджана, и этот вопрос, по его мнению, должен быть поднят на последующих этапах переговоров. Заметьте, что в Азербайджане на уровне некоторых политиков до сих пор используется термин «Зангезурский коридор». И этого им мало. Они утверждают, что он принадлежит Азербайджану. Сам Алиев при любых интервью почти всегда употребляет выражение «Зангезурский коридор» и всегда называет Армению оккупантом или агрессором перед иностранными журналистами, хотя Арцах законно был отсоединен от Азербайджана по народному референдуму. Ситуация вокруг Ирана продолжает стремительно обостряться. Иранский остров Харк все быстрее выходит за рамки локальных ударов и перерастает в фактор стратегической и глобально-экономической эскалации. Как ранее сообщало издание Axios, в Вашингтоне обсуждалась возможность установления контроля над островом Харк, ключевым нефтяным узлом Ирана, через который проходит около 90% экспорта сырой нефти. С военной точки зрения, подобная операция может быть проведена ограниченными силами. Этим объясняется и характер недавних ударов. Поражались военные объекты – аэродром, база ВМС, системы ПВО и склады, тогда как нефтяная инфраструктура сознательно не затрагивалась. Эту логику подтвердил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что отказ от ударов по терминалам был намеренным, но может быть пересмотрен в случае угроз судоходству через Ормузский пролив. На этом фоне усиливается напряженность на энергетических рынках. Потеря контроля над Харком способна парализовать экспорт иранской нефти и спровоцировать глобальный ценовой шок. Иран уже пригрозил ударами по портовой инфраструктуре ОАЭ, а бывший командующий КСИР Мохсен Резаи заявил о возможном закрытии пролива. В США, в свою очередь, звучат жесткие оценки. Сенатор Линдси Грэм назвал Харк ключом к исходу конфликта. В итоге остров все отчетливее становится центральной точкой военного, политического и экономического противостояния с потенциально глобальными последствиями. Отметим, что по разным оценкам Али Лариджани де-факто остается одной из самых влиятельных политических фигур в Иране. Он курирует стратегию национальной безопасности и оказывает ключевое влияние на силовой блок. На протяжении многих лет Лариджани воспринимался как самое спокойное и прагматичное лицо иранской элиты. Математик и философ, автор работ об Иммануил Кант, политик, который терпеливо и последовательно вел переговоры с Западом по ядерной тематике. Всего за несколько недель до нынешней эскалации он участвовал в непрямых контактах с США. В интервью телеканалу Аль-Джазира, данным до начала ударов США и Израиля, Лариджани называл позицию Тегерана по переговорам позитивной, подчеркивая, что в Вашингтоне осознали нежизнеспособность военного сценария.
Переход к переговорам – это рациональный путь, отмечал он. Однако авиаудары, начавшиеся 28 февраля, фактически перечеркнули дипломатические усилия и заметно изменили риторику одного из самых прагматичных представителей иранского истеблишмента. В последнее время Лариджани начал публично отвечать на заявления Дональда Трампа, делая это в жестком, хотя и более изощренном стиле. Один из его недавних комментариев стал показательным. После слов Трампа о том, что США могли бы вывести из строя иранские электростанции за 1 час, но не сделали этого, Лариджани ответил: «Если подобные удары будут нанесены, весь регион погрузится во тьму менее чем за полчаса. А темнота создаст идеальные условия для того, чтобы выследить американских военнослужащих, спасающихся бегством». Таким образом, Лариджани дает понять Трампу, что Иран не будет отступать. А что будет дальше, станет ясно совсем скоро. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех актуальных событий.